Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро подтянуть овал лица, оживить даже самую дряблую видающую кожу, убрать даже самые глубокие морщины. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Маска осветляет оттенок лица, убирает пигментные пятна, убирает даже самые глубокие морщины. В момент подсыхания дает ботокс, подтягивающий эффект. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите крахмал. Можно использовать кукурузный крахмал. Также хорошо подойдет и картофельный крахмал. Если у вас нет готового сухого крахмала, возьмите сырой картофель, натрите на очень мелкой терке и используйте кашицу для приготовления домашней маски. Крахмал хорошо подтягивает кожу, дает эффект ботокса в момент подсыхания, подтягивает овал лица. Возьмите 1 чайную ложку крахмала без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится соль. Можно использовать морскую соль, также можно использовать и обычную поваренную соль. Соль хорошо уплотняет кожу, подлечивает кожу, хорошо способствует отшелушивающему эффекту. Нужно взять также 1 чайную ложку морской соли. Если у вас соль крупного помола, то предварительно перемелите соль в кофемолке, так, чтобы получились мелкие кристаллики соли, которые не будут травмировать кожу. Тщательно смешайте сухие компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится молоко или жирные сливки. Также можно использовать для приготовления сегодняшней маски и жирную сметану, в зависимости от вашего типа кожи. Если у вас сухой тип кожи, то добавьте в маску 1 чайную ложку жирных сливок или молока, либо жирной сметаны. Если у вас жирный тип кожи или комбинированный, то можно использовать обычное молоко. Если у вас очень жирная кожа, то для сегодняшней маски можно использовать и кипяченую воду. Нужно взять также 2 чайные ложки молока или сливок. Тщательно смешайте все компоненты. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы дома сделать качественную маску, которая будет работать гораздо лучше покупных. После применения домашних масок ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Смешайте все компоненты так, чтобы не было комочков. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте все компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин А. Можно использовать витамин А в разных формах выпуска. Витамин А может называться ретинолоацетат либо ретинолопальмиат. Предпочтение отдавайте ретинолопальмиату. Он имеет более мелкую формулу, которая очень быстро проникает даже в самые глубокие слои эпидермиса. Нужно взять 10 капель витамина А. И тщательно также взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. В процессе приготовления домашней маски вы ее должны как бы взбить, так, чтобы она имела такую пышную воздушную консистенцию, напиталась не только питательными компонентами, но и кислородом. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин D. Можно использовать витамин D. Также подойдет витамин D3. Это витамин, который вырабатывается в организме только под воздействием ультрафиолетовых лучей. Нехватка витамина D делает кожу очень тусклой. Также витамин D улучшает состояние кожи, также убирает даже самые глубокие морщины. Нужно взять 10 капель витамина D. Если у вас витамин D в таблетках, то возьмите 1 таблетку, разомните ее в порошок, пропитайте водой комнатной температуры и добавьте в сегодняшнюю маску. Также можно использовать витамин D в масляном составе. Возьмите 10 капель. И также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции.
Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Перед нанесением маски подготовьте свою кожу, сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры и эту кашицу нанесите на умытую кожу лица в влажном состоянии. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж в течение 3 минут. Уберите верхний ороговевший слой клеток. Ацетилсалициловая кислота очищает даже самые глубокие поры, убирает черные точки, убирает комедоны, выравнивает не только цвет лица, но и шлифует кожу в момент нанесения. Сделайте скрабирующий массаж в течение 3 минут. Наносите кислотную скатку на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Кислотную скатку не наносите на кожу вокруг глаз. После того, как в течение 3 минут сделали скрабирующий массаж, оставьте кислотную скатку еще примерно на 2 минуты. Затем смойте водой комнатной температуры и промокните махровым полотенцем. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. После того, как сделали кислотную скатку и смыли ее водой, можно приступать к нанесению домашних масок. Эту домашнюю маску нужно наносить в 2-3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается. Затем нанесите последующие слои с интервалом примерно в 30 секунд. Наносите эту маску также по кожным массажным линиям на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Не забывайте, все домашние маски также наносите на кожу рук. Эту маску можно нанести и на кожу вокруг глаз вбивающими движениями, не заходя на слизистую оболочку. После нанесения держать маску нужно не более 20 минут, в зависимости от влажности в помещении, в котором вы сделали эту маску. Как только маска начала подсыхать, можно приступить к ее смыванию. В момент смывания также слегка помассируйте кожу. После смывания маски нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.